Первоклассный блокбастер, классический триллер с тайной убийства, историческая драма и фантастический боевик. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас эти и другие новинки кино, вышедшие в цифровой релиз. Друзья, небольшой момент, буду максимально краток. Как вы знаете, астрологи объявили месяц блокировок соцсетей, ходят слухи о скором блоке и нашего с вами любимого YouTube. Сразу вам скажу, контент на канале все так же будет выходить, поэтому без паники. Просто запаситесь VPN-софтом и жду вас здесь несколько раз в неделю с инфой про свежие новинки. Но если что, в описании на экране ссылки на мои соцсети. Как минимум там я расскажу, где посмотреть новое видео и что интересного из премьер появилось. Ну и не стесняйтесь подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем и приятного просмотра. Человек-паук. Нет пути домой. События фильма начинаются сразу же после окончания Человека-паука вдали от дома. Паучок был подставлен Мистерио, который также раскрыл и его истинную личность. Паркер и его друзья преследуются средствами массовой информации, демонизируются общественностью и становятся подозреваемыми в расследовании. Расстроенный своим положением и тем, что подвел друзей, Питер просит доктора Стрэнджа помочь ему с помощью магии, но заклинание сработало не так, как должно. Безусловно, одно из главных достоинств фильма – камео и расширение мультивселенной. Это отличный способ переосмыслить предыдущие фильмы о пауках, а бонусом подарить героям и злодеям искупление. «Нет пути домой» действительно хороший фильм сам по себе и нужный прогресс для MCU. Естественно, в первую очередь, картина рассчитана на фанатов кинокомиксов и название шедевра кино не претендует. Это 2,5 часа ослепительных спецэффектов, драмы, смеха, слез и снова головокружительного экшена. И повторюсь, пожалуй, главная мотивация посмотреть фильм – это ностальгия по увлекательной супергеройке и желание проникнуться симпатией к персонажам, а не просто смотреть на вспышки CGI. Если проекты Marvel вам уже давным-давно надоели, то именно этот фильм может снова зажечь интерес к франшизе. Проект «Адам». В 2050 году пилот Адам Рид крадет самолет, позволяющий совершить путешествие во времени. Его начальство преследует его, но ему удается ускользнуть и сбежать в 2022. Это на 4 года позже, чем ему было нужно. А значит, что здесь, в 2022 году, теперь есть два Адама. Раненый пилот времени из будущего и его 12-летняя версия. Младший Адам Аутсайдер переживает недавнюю гибель своего отца, и над ним постоянно издеваются в школе. А его здоровье и ДНК-подпись для самолета очень важны старшему. И теперь оба героя должны вернуться на те самые 4 года, чтобы спасти кого-то важного, а возможно и судьбу мира. И естественно, все это время за ними будет следовать враг из будущего. Новый фильм Netflix поразительно напоминает научную фантастику 80-х. Хотя ощущение опасности в сюжете присутствует, оно не выглядит слишком страшным и подойдет аудитории даже юного возраста. На протяжении всего фильма очень много драк и выстрелов, но почти все они бескровны. Разнообразие добавляют самолеты, бой с футуристическим оружием и необычная погоня в лесу, которая явно вдохновлена возвращением джедая. Здесь вообще довольно много спецэффектов, и, к счастью, они достаточно правдоподобны и хорошо выполнены. Ну и, естественно, тот самый юмор Рейнольдса, узнаваемый, забавный, самый чуть глуповатый. В общем, лично мне фильм зашел, приятный представитель развлекательной фантастики. «Власть пса». Действие фильма происходит в 1925 году в Монтане. Богатый владелец ранчо Джордж женится на овдовевшей Роуз и берет на себя ответственность за воспитание ее сына Питера. Юноша хочет стать хирургом, но его манеры часто вызывают в его сторону общий негатив. Брат Джорджа и совладелец ранчо, умный и жестокий Фил, уже давно мучил мисс Роуз, но когда он узнает о браке своего брата, он меняет свое отношение именно к сыну вдовы. Сценарист и режиссер Джейн Кэмпион в этом фильме сосредоточилась на людях, которые не вписывались бы в стереотипные образы жителей Старого Запада, а за основу взяла роман Томаса Сэвиджа. «Власть пса» вовсе не из тех фильмов, что понравится всем и завоюют бесконечную любовь аудитории. Знаете, ведь есть фильмы, которые будто бы снимаются исключительно с расчетом на получение кинопремии для просмотра утонченными ценителями кино. Увы, этот, возможно, один из них. Возможно, вы уже слышали о нем. На «Оскар» этого года он получил аж 12 номинаций. И здесь действительно есть чему восхищаться. Выступления актеров выдающиеся, операторская работа Ари Вагнера великолепна, а визуальные эффекты и декорации тонко передают настроение. Последняя дуэль. Франция, конец XIV века. Жан де Каруш и Жак Легри – товарищи по оружию и лучшие друзья, которым приходится подчиняться новому лорду в лице графа Пьера де Алонсона. В то время как Жак становится фаворитом графа, Жан все больше и больше впадает в немилость. Его супруга Маргарита де Каруш обвиняет соседа и соратника мужа, Жака, в насилии, а спор между двумя рыцарями можно разрешить только поединком, от которого зависит судьба не только дуэлянтов. Структурно фильм разделен на 3 главы, которые помогают раскрыть мысли
мысли и детальнее рассмотреть мотивы каждого из центральных персонажей. Он немного репетативен, но даже это имеет смысл, и кульминация все исправит. Сюжет намного лучше и богаче, чем может показаться по трейлеру. С другой стороны, второй аспект фильма — действие. Здесь не столь богатое, но каждая из имеющихся сцен максимально жестоко и реалистично. Ридли Скотт — настоящий мастер, когда дело доходит до технической стороны кинопроизводства, в этом нет никаких сомнений. И в этом фильме он еще раз это показывает. Оба элемента сливаются во что-то совершенно невероятное. И пускай у критиков фильм восторга не вызвал, зато на стриминге он стал хитом. После Янга. Действие происходит в не столь отдаленном будущем, в семье, в которой андроид помогает воспитывать ребенка. Андроид внезапно выходит из строя, и семья решает спасти ему жизнь и изо всех сил пытается его восстановить. Их отношения развиваются, они узнают о личной жизни андроида, и их понимание существа углубляется. Фильм через призму андроидов представляет философское исследование того, что значит быть человеком. Экзистенциализм, значимость и любовь тщательно продуманы и вписаны в сюжет, чтобы выглядеть подлинными. После Янга призван вызвать у зрителей сильные эмоции, которые заставят их задуматься о том, что действительно важно. Фильм исследует такие темы, как то, что составляет семью, что делает кого-то человеком, что такое воспоминание, что находится за пределами нашего существования, каким мы его знаем, и, конечно же, говорит о способности человеческого разума любить и ненавидеть что-либо. В целом, после Янга это тщательно продуманная, содержательная и философская научная фантастика для терпеливых зрителей. Динамики здесь, понятное дело, не найти, но погрузить в мысли о вечном он точно способен. Свежатинка. Ноа и Молли — самые лучшие друзья в городе. Ноа после очередного неудачного свидания уже отчаивается, но в продуктовом магазине встречает обаятельного Стива. Первое свидание проходит идеально, поэтому она, несмотря на подозрения своей лучшей подруги, отправляется со Стивом за город. И там девушке предстоит узнать неожиданную и страшную правду о новом знакомом. Свежатинка — довольно интересная новинка, которая все же потребует от зрителя терпения. Первые полчаса предстают в виде довольно нудной завязки. Неудачные свидания в фильмах сейчас скорее клише, чем юмор и интрига. Возможно, в плане сюжета он может показаться довольно общим и предсказуемым, но, на мой взгляд, все помогает выправить именно актерский состав. Визуально фильм тоже неплох. Он не кровавый, а большинство ужасных вещей остается за кадром, во власти воображения зрителя, что как бы и сохраняет ход повествования и расширяет возрастной рейтинг. В любом случае, концептуальная идея и вправду свежая. К тому же, кроме жанровых элементов, есть и немало достаточно забавной сатиры в сторону приложений и сервисов знакомств. Поездка на выходные. Старая добрая тайна загадочного убийства на фоне живописного особняка или старинного города. Да, поджанр сейчас вызывает некоторую критику, но согласитесь, такие детективы по-своему притягательны и даже уютны. Выходные в Хорватии на берегу Адриатики, улицы старинных домов с красными крышами и прекрасный свежий воздух. Все это кажется подходящим для встречи двух подруг, наслаждающихся общением после слишком долгой разлуки. Бет оставляет мужа и ребенка в Лондоне и решает на отдыхе составить компанию Кейт, которая после развода ищет приключений. И хотя, судя по трейлеру, этот довольно стандартный триллер обещает много экшена и сюжетных поворотов, он, на удивление, разворачивается в необычно медленном темпе, что позволяет зрителю осмысливать происходящее и строить догадки. Случайные знакомые одурманивают женщину, Кейт пропадает без вести, а Бет оказывается главной подозреваемой. На самом деле в сюжете фильма столько возможных преступников, что воспоминания Бет и, соответственно, описываемые события постоянно подвергаются сомнению, а количество поворотов сюжета только усиливает главный посыл фильма. Кому вы вообще можете верить? К концу ленты даже с уверенностью нельзя сказать, знаете ли вы точно, что произошло, или есть еще какие-то откровения и спрятанные отсылки. Поклонникам триллеров и детективов должно понравиться, хотя, стоит признать, это довольно-таки типовой и стандартный оригинал Netflix. Паранормальные. Согласно синопсису, группа местных детей обнаруживает в себе сверхъестественные способности. И знаете, на самом деле к этому даже нечего добавить, ведь вся суть этого фильма именно в последовательности действий. Персонажи решают испытать новые возможности, и это жутко. Детский ум в раннем возрасте не отягощен кодексом и правильным поведением, еще не имеет определенного морального компаса, и герои фильма, проверяя свои способности, делают то, что любой взрослый и адекватный человек назовет злом. Это не совсем хоррор, скорее мистический артхаус. В отличие от невнятных взрослых персонажей, дети играют прекрасно, и именно их поведение действительно важно для погружения в историю. Фильм красиво снят, хорошо отредактирован и обладает запоминающимся звуковым сопровождением. Но, как я уже сказал, шанс понравиться он имеет в первую очередь поклонникам авторского, малобюджетного и нестандартного кино. Большой баг.
Это новый и красочный взгляд на апокалипсис, связанный с роботами. Действие происходит в мире, в котором роботы-помощники были интегрированы во все аспекты жизни человека. И когда они поворачиваются против своих создателей людей, они могут спокойно захватить мир, заточив бывших хозяев в их домах. Столкнувшись с изменением своего образа жизни, одна группа жителей пригорода объединяется. А вот зачем? Чтобы дать отпор или просто скоротать время, они еще до конца не определились. В этом проекте, безусловно, есть элементы «Матрицы» и других фильмов, в которых машины выходят за рамки своей программы. Я лично не могу сказать, что фильм соответствует заявленному жанру — комедии. Зато к сатирической фантастике я бы его отнес точно. Сами посудите, не слишком отдаленное будущее, где миром правит искусственный интеллект, а люди превращаются в неуклюжих, спотыкающихся второсортных существ, которые, откровенно говоря, не особо-то и стремятся вернуть власть над миром. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.